У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Navi CSGO, и это будет первое интервью после великой победы в Кёльне, я бы так ее назвала. Это было долгожданное и супер приятное событие для всех поклонников, и сегодня у меня в гостях Кирилл Бумыч. Мы обсудим, как это было. Привет, Кирилл! Привет, Тоня! Спасибо, что уделил время, и мы можем поболтать, потому что я уверена, очень многим интересно, что происходило на первом лане. Расскажи, где ты сейчас находишься, добрался ли ты нормально, все ли в порядке у тебя? Да, все круто, добрались прямым рейсом. Вот начинается отпуск, последние деньки, доделать вот всю медиа-активность, рассказать все, как было на последнем турнире и отправиться уже отдыхать. Ну, давай, расскажи, а оправдались ли надежды? Мы этот план ждали сколько? Больше года, и оправдались ли твои надежды и твои впечатления какие? Очень было приятно вернуться на первый лан, несмотря на то, что мы играли перед этим ланом там 2 турнира, и был очень плотный график, и мы устали, но то, что ты наконец-то куда-то летишь, заселяешься в отель, это действительно круто. На турнире очень были сделаны меры, чтобы игроки там не заразились. К тем, кто прилетел с России, делали тесты каждый день. Первые 3 дня карантина нельзя выходить из комнаты. То есть ESL очень переживал за игроков, и это был такой лан-турнир, где ты не можешь покидать отель, но все равно такой дух турнира, он чувствовался, и реально я поэтому соскучился, как и все, думаю. Так что было очень приятно играть на этом турнире вообще. Но мы видели в Инстаграме, что вы там гуляли где-то. Что это было? Там выделяется, то есть плеер-менеджер на команду, который может с тобой, по-моему, 2 раза в день погулять по часу. То есть ты с ним выходишь, отходишь туда, где нет людей вообще, и просто там, не знаю, можешь поиграть в мячик, либо покидать тарелку эту летающую, в общем, как-то так. Максимум дойти там до набережной, посмотреть на воду. Все, что ты можешь. Вот, то есть даже нельзя никакие магазины сходить и так далее. То есть ты можешь только запросы сдать плеер-менеджерам, они могут там тебя купить к концу дня. Встречались ли с другими игроками? С кем-то пообщались, потусили? Да, особо как-то таких прям, чтобы тусоваться, нет, потому что не разрешали, да и не было особо времени на это, но с кем-то виделись там на улице, максимум там могли сказать друг другу привет и так далее, вот, то есть все проходило так, в кругах своей команды, можно сказать. Ну, давай поговорим о самом турнире, об играх, это второй ваш финал подряд, это вообще, знаешь, очень красивая победа, потому что второй лан за 1,5 года вы выигрываете единственный, вторая победа подряд у вас в финале также на вашем личном счету. Расскажи, на каком этапе турнира вот появилась та уверенность в том, что, может быть, не в том, что вы победите, но в своих силах так точно? Наверное, после 2-3 игры, наверное, после матча вообще с Vitality и с Astralis мы чувствовали, что мы набрали хорошую форму вообще по, судя по последним играм и так далее, то есть на, там, допустим, своих мапиках мы могли четко закрыть команду, то есть там с разгромным счетом. Вот, как-то все очень хотели победить на этом турнире, потому что это вообще заключающий турнир перед отпуском, то есть это первый лан спустя сколько времени, в принципе, все лучшие команды там, и гонка за Grand Slam идет, этот турнир считается большим, то есть если там мы его не выиграем, то может выиграть другая команда и стать ближе к Grand Slam, тоже об этом думаем, потому что мы за этим следим. Так что, скажем так, много было поставлено на кон. И просто как-то шли от игры к игре и пытались показать свой максимум, выложиться и хотели выиграть. Но все так и получилось. Как бы ты описал состояние команды вот сейчас на этом турнире, потому что было видно, что индивидуально вы прекрасно подошли к турниру. Вот за счет чего вы выиграли, как ты считаешь? Да я считаю, что за счет упорной работы и желания. То есть мы, как я сказал, играли несколько турниров к ряду. То есть мы закончили, допустим, играть ЦИС РМР, выиграли финал там у Гамбит 3-2. И на это же утро, то есть там буквально через 10 часов у нас уже был самолет в Кёльн. То есть мы как-то думали только об игре, наверное, последний реально месяц, там 1,5, и ни о чем другом. И я думаю, все понимали, что мы проделаем огромную работу и что хочется выиграть турнир, действительно, потому что заслуживаем этого нашим трудом. И я думаю, что это как-то давало такой заряд, энергию и уверенность вообще и по ходу турнира, и на самом турнире, там, каким-то отдельным матчем. А сам факт того, что это был лан, как-то вас подбодрил? Конечно, да, безусловно. Этот перелет там в отель, какие-то медиа-дни, по которым уже все соскучились, не знаю, то есть прикольно было это все заново прочувствовать, и хотелось бы, чтобы это было так всегда. Но понятно, что первый такой лан, его тяжело назвать ланом, потому что не было все-таки зрителей, там была студия, там и некоторые матчи вообще игрались из
комнаты, из практис-румов, но все равно нельзя назвать это полноценным ланом, но все равно дух такой вот, не знаю, какое-то единство всех команд, что их объединяет турнир, там отель, он все равно чуть-чуть присутствовал, ну лично в моем сердце, и для меня это было немного другое, чем сидеть играть из дома, как обычно, вот мы играем 1,5 года последние. Нас объединяет отель. Такая классная фраза. Слушай, ты уже упоминал Гамбит, действительно, вы выиграли в финале, сделали камбэк на РМР-турнире против них, и вообще, в принципе, у вас огромное количество матчей против этой команды за последнее время. Хотелось ли вам встретиться с ними в Кёльне, может быть, в финале? Не были бы, как ты думаешь, вообще, был бы финал немного интереснее для вас, если бы это все-таки были Гамбиты, нежели Г2? Да, если честно, тяжело сказать, был бы интереснее матч там для нас или нет. Я лично на этом турнире, там была пресс-конференция даже, которую мы давали не один раз. То есть меня спрашивали, там, с кем бы хотел увидеться на этом турнире там, и так далее. Но я сказал, что мне тяжело выделить какую-то команду, с кем хотелось бы увидеться, потому что, так как это лан-турнир, то хотелось бы сыграть там, не знаю, против каждой. То есть один и тот же интерес. То есть те же ребята там прилетели, Renegades, сколько мы там не могли с ними сыграть, и они прилетели на этот лан. То есть тоже прикольно было ощутить другие регионы. Вот. Ну, там, не знаю, так что по мне так финал там с Гамбит. Ну, может быть, для комьюнити СНГ это было интереснее, потому что лан, 2 СНГ команды в финале, понятное дело, но я как-то об этом не думал. Думал только о сопернике каждом, который нам попадался, и все. Слушай, ну ты говоришь про Renegades, давай коснемся тогда и игр. Может быть, в 2 словах расскажешь, почему... Хотя, в принципе, это было у нас в влоге, вы говорили, что вы проиграли первую карту, потому что какие-то технические, да, были там заминки? Ну, в принципе, просто, да, первая игра, то есть там реально компьютер не работал, Денис там, по-моему, звука не было, как-то серия не сфокусирована, это был их там выбор карты, то есть первые они решали. Плюс еще они как бы ее готовили и немножко нас удивили, честно говоря, мы это тоже, ну, говорили, что не ожидали там пик Инферно. Ну, как-то не почувствовали игру, не нашли просто, не знаю, просто то, как мы умеем играть, не получалось просто. И со второй карты собрались, то есть наша уже была карта, знали, что делать, как-то разыгрались, и вот по ходу турнира так и делали. Пытались просто фокусироваться на вещах и все доиграть до конца. Ну, давай поговорим о финале. 3-0, прекрасный результат, но казалось, как раз на Мираже, как зрителю, казалось, что у вас возникали проблемы, вы там отдали серию раундов. Можешь описать, как прошел гранд-финал, чем удивили G2 или, возможно, наоборот, не оправдали надежды? Ну, могу сказать, что как бы хоть и финал получился там по счету 3-0, как и на прошлом лане, да, в Катовице, но на самом деле G2 в последнее время занимают там стабильно 3-4 места, и они набирают какой-то стабильности, их игра становится лучше, вот, и с ними тяжелее было играть в этом году однозначно, даже они там пошутили, что на вручении медали они там сказали, там, не так легко, как в прошлом году, что-то такое, по-моему, Некса сказал, вот, но было забавно, но это был на самом деле нервные все карты, потому что на каждой карте был такой переломный момент, когда могло все пойти не по плану, там даже на том же Нюке в конце взялось там эко, практически там с одним ганом, где могло все пойти по-другому, также на Мираже там могли фулл эко браться, то есть это были, знаешь, я бы не рассматривал этот матч, честно, для меня это как 3 Best of 1 были, потому что эти все 3 карты, они были очень такие сложные, упорные, там все время качели были. Там не получалось даже где-то вести с каким-то счетом, там половина всегда 8-7 заканчивались и так далее, то есть и все на последних раундах решалось. Валера волновался перед финалом? На лане все-таки. Ну, я не знаю, что у него в голове, честно, он может там, он говорил, что там не волнуется, но мне кажется, в любом случае какое-то, то есть новое ощущение он испытывает, да, в любом случае, когда ты в чем-то новом, то ты чуть-чуть нервничаешь, чуть мандраж там появляется, и так что, возможно, какие-то там новые ощущения он испытывал, даже если ему, типа, было кайфово, то какие-то нервы присутствовали в любом случае, но это для него первый опыт, и он круто для него закончился победой на турнире. Расскажи, что думаешь вообще о европейской сцене, вот вам удалось поиграть против них на лане в том числе, как бы ты оценил уровень европейских команд сейчас? Ну, вообще там, не знаю, если отдельно про каждую команду говорить, то, допустим, команда Vitality, там многие сказали, что они там не оправдали те ожидания, которые были, то есть достаточно быстро вылетели. Complexity тоже, которые там особо вроде бы не поборолись, хотя там Virtus.pro против них там нереальный камбэк дали. Astralis вернулись как бы кланом и сразу же дошли там тоже до полуфинала. Хороший результат показали, хотя Глейв говорил, что там для них гол на этом турнире, то есть выйти там в плей-офф. Вот, они там не думали выигрывать этот турнир, для них выйти в плей-офф это круто было бы, потому что он понимает, что там без снайпера тяжело стабильного там выигрывать турниры и так далее. То есть это, точнее, лан вообще показал, насколько команды
то есть опытные, вот все-таки это чуть-чуть решает, потому что Face Clan показывали там не самые лучшие результаты в онлайне перед ланом этим, но как бы вот вернулись на лан, и у них в команде все игроки, которые вообще очень любили ланы в свое время, Twist, Rain, вообще это команда такая, которая на ланах всегда показывала себя, вот они дошли в полуфинал. Астралис там с огромнейшим опытом просто дошли тоже до полуфинала, там мы дошли, G2 тоже, которые стабильно в последнее время играют, то есть все-таки, ну как-то лан чуть-чуть выявлял опытные команды и больше скорее коллективы, которые там либо игроков таких опытнейших, вот. Ну, вообще, по европейской сцене, что сказать, ну, могли команды удивлять, опять же, все там и Mosport смогли удивлять, и Complexity, и Vitality, ну, как вышло, так вышло, вот, то есть до полуфинала там 3 СНГ команды, ну, точнее, до плей-оффа 3 СНГ команды дошло, 3 из Европы. Мы видели, как вы отмечали победу, как вы там обливались шампанским просто с ног до головы, а что было после этого? Как вы вот вне камеры провели вечер? Да спокойно все как-то после того, как облились, пошли, я думаю, по номерам, сходили в душек и вечером договорились встретиться снизу, то есть я сам там устраивал как бы не автопати, да, где там куча народу было, а просто как каждой команде там столик сняли, где можно посидеть, просто пообщаться, там как бы отметить победу и так далее. Вот, то есть просто увиделись всей командой, провели время, там пообщались на хороших эмоциях. Не было дикой вечеринки? Да, нет, дикой вечеринки не было. Очень жаль, очень жаль. Смотри, вы закончили, в общем-то, сезон, можно сказать, на прекрасной ноте. Дальше отпуск. Куда едешь и со спокойной ли душой ты отправляешься, в общем-то, в отпуск? Да, могу сказать, что спокойно, потому что, в принципе, то есть мы ставили там планы, что хотим выигрывать несколько турниров подряд, и у нас получилось это сделать. То есть РМР выиграли, то есть играли против лучшей команды мира на тот момент Гамбит. Сейчас вот выиграли лан, то есть можно это считать все равно. Так что, ну, скажем так, со спокойной душой уходишь, потому что ты знал, что ты работал, шел к цели и достиг ее. Вот, а дальше нужно отдохнуть и ставить следующие цели и добиваться их. Вы будете вот отдыхать, зная, что вы топ-1. И ну, пока вас точно это, конечно, никто оттуда не подвинет. Ну да, это приятно, конечно. Вот, а на отдых... Не знаю, вот планирую полететь в Мексику. Посмотрим, может быть, увидите в моем инстаграме что-нибудь интересненькое совсем скоро. Подписывайтесь на инстаграм Кирилла срочно для того, чтобы смотреть контент с отдыха с Мексики. Ты нам обещаешь его пилить, правильно? Ну, что-нибудь запилю обязательно, конечно. Супер, не сомневаюсь. Как ты думаешь, вот у нас после этого будет EPL, правильно я понимаю? Да. И будем медленно двигаться к мажору. Как ты думаешь, видим ли мы мобилизацию каких-то команд, которые сейчас, возможно, не супер хорошо выступают, там, в Европе в той же? Увидим ли мы их мобилизацию к мажору и какой-то скачок? Не знаю, я думаю, в любом случае сейчас как бы ланы потихоньку будут вообще возвращаться, будут какие-то, может быть, замены производиться и так далее. Сейчас вообще интересно, как будет все после отпуска, может все поменяться. Вот, допустим, сейчас я уже успел новость увидеть, что Истритек пришел там в команду вместо Раша в Complexity. Это уже датский коллектив, получается, у них там 3 датских игрока. Неизвестно, что там с ребятами из Астралис. То есть такие решафлы, то есть происходят, и непонятно, что сейчас вообще после отпуска будет. Но я думаю, что в любом случае преимущество будет у тех команд, которые уже долго, ну, существуют вместе без всяких решафлов и замен, потому что этот опыт, он решает. Вот, так что посмотрим, как будет к мажору. Ну, еще есть, как бы, да, ESL Pro Лига, там и гонка за Гранд Слэмом, то есть еще куча турниров до мажора есть, и надеюсь, что мажор все-таки проведется, неважно даже где, реально там в Швеции или в Румынии, как поговаривают, там перенесут, непонятно. Но, в общем, ждем мажор, ждем очередные ланы, и, да, хочется уже верить, что мажор реально будет. 1 турнир вам остался до Гранд Слэма. Да? 1 победа, да. Точнее. Поэтому будем держать кулачки, это действительно важная штука. Хорошо, спасибо тебе, Кирилл, большое, что уделил время. Я тебе желаю прекрасного отдыха. Ты не то, что это заслужил, ты первый, кто должен классно отдохнуть и расслабиться, перезагрузиться и прийти с новыми силами, еще большими, в новый сезон на EPL. Что-нибудь фанатам можешь сказать? Да, передам фанатам огромное спасибо за поддержку, которую мы получали вообще во время всех этих турниров последних, которые мы смогли победить и показать хорошую игру для вас. И могу пожелать, как и всем, наверное, сейчас уже лето, так что хорошего всем отдыха, если он у вас есть, если вы там школьник, или взяли отпуск, и желаю всем просто хорошего настроения, крутого лета и ярких эмоций.
Лучше не скажешь, Кирилл. Друзья, вы можете посмотреть влоги из Кёльна на нашем канале, они уже вышли, поэтому заходите, посмотрите предыдущие видео. Спасибо, что посмотрели это, поставьте свой лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал и на соцсети Кирилла, и увидимся в новых видео. Пока! Пока-пока.